древней истории и средневековью известно немало сооружений, которые монархи посвящали своим возлюбленным. Тогда масштаб идеи проекта определяла не смета, а воля правителя. Вот и рождались чудные замки, удивительные дворцы. Тем не менее, у эпохи рационализма тоже есть свой послужной список. Вилла итальянского режиссера Микеланджело Антониони и актрисы Моники Витти занимает в нем довольно заметное место. Огромный купол строения не просто воплотил оригинальное инженерное решение архитектора Данте Бини, но и очень зримо проявил чувство одной из самых знаменитых кинематографических пар своего времени. Их знакомство состоялось на фильме «Крик». Единственная роль, которую доверил уже именитый режиссер начинающей актрисе, была вне кадра. Монику пригласили для дубляжа. Ее неброская внешность мелькала раньше только в 2 или 3 фильмах. Тут не было даже этого. Впрочем, оценить значимость момента, когда сам Антониони говорит, что ему нравится хриплый и слегка насмешливый голос сеньориты, пришлось очень скоро. Следующая картина «Приключения» уже делалась под новую восходящую звезду итальянского кино Монику Витти. 11 лет отношений стали ярким периодом биографии каждого из них. В нем был успех, признание, любовь, ревность. Не было только семьи. Возможно, Антониони понимал, что в этом главная потребность и миссия девушки из католической среды. Но правильно предложить себя в качестве мужа так и не смог. Да и не в чести были у европейских шестидесятников формальности. А вот изящный и стильный дом вполне вписывался сразу в 2 концепции: уютного гнезда для уединенного счастья и места для интеллектуальных встреч, тусовок. Еще одним побудительным мотивом для обустройства жилища было знакомство Антониони с бизнесменом Джорджио Тиццони. Тот купил землю в Коста-Парадизо, тогда одном из диких мест острова Сардиния. А режиссер как раз снимал неподалеку свой очередной фильм «Красная пустыня». Совершенно очарованный природой этих мест, Микеланджело не удержался от предложения нового друга приобрести участок для себя тоже. Море, небо, дикий берег. Остальное должна была дорисовать фантазия архитектора. Для этой роли подошел модный в 60-е годы Данте Бини. Особым спросом пользовалась запатентованная им технология Бини Shell. Поверх пластичной полусферы устанавливалась стальная арматура, которая при помощи нагнетания воздуха изнутри нарастала до нужного размера. На арматуру тонким слоем заливался бетон. После этого вырезались двери, окна, балконы. Кажется, для влюбленной пары трудно было придумать что-то более подходящее. Вот он, небесный свод над ними, вот она земля у их ног. Работы по заливке ла-купола для Антониони и Витти завершились в течение дня. Чтобы внешний облик сооружения гармонировал с местной природой, в цемент добавили крошку из камня прибрежных скал. Правда, пришлось немало потрудиться над оригинальными интерьерами. Режиссер много часов проводил внутри полусферы в поисках приемлемых и нужных только ему и ей решений. Говорят, лестницу из необработанных гранитных плит, вмонтированных в стену, он заказал для того, чтобы каждый день наблюдать, как Моника, балансируя, спускается по ней вниз. Наверняка были и другие трогательные детали. Правда, уже на следующий год после завершения строительства их союз распался. Напоминанием о том времени и о тех, кто здесь жил, служат многочисленные фотографии, на которых можно узнать не только хозяев, но и знаменитого сценариста Тонино Гуэра, советского режиссера Андрея Тарковского. Сегодня вилла принадлежит семейной паре из Неаполя, но у них явно недостаточно средств для того, чтобы содержать ее в приличном состоянии. Не случайно культурное сообщество Италии уже не первый год добивается от государства участия в деле сохранения уникального сооружения, составляя письма, петиции. Увы, пока без особого результата. Но памятник красивой любви все равно не стоит без дела. В эту часть Сардинии регулярно наведываются любопытные туристы, а также фотографы, предпочитающие стерильные студии колоритную натуру. Обшарпанные стены ла-купола – самое подходящее для этого места.